Привет, привет, занесенные звуком Бог весть куда, уважаемые аудиолюбители. Сегодня я хотел представить вашему вниманию сравнение двух портативных акустических систем от Edifier. Это модель D32 и ES300. В последнее время все чаще мне присылают на обзор именно компактные такие модели. Вероятнее всего, что они занимают львиную долю рынка и привлекают больше внимания вас, аудиолюбителей. Потому что устанавливать дома и вообще заморачиваться громоздкими аудиосистемами, тем более такими как компонентное аудио, например, которым я сам страдаю. Вон вы видите, у меня трехполосные колонки за спиной стоят. Или даже коробочные версии мультимедии разного формата. Не всегда резонно, не всегда посредством, не всегда цель оправдывает средства. Чаще люди просто хотят озвучить события, которые происходят у них дома, чуть громче, чем с телефона, или чуть теснее, чем в наушниках услышать какую-то музыку. Я бы это назвал фоновым режимом, потому что реальная аудиофилия там даже не бывало. Аудиофилия — это в нехорошем смысле. Я сам не аудиофил, я больше меломан и люблю, мне важно, что слушать, а не как. Но очень много людей все-таки уделяют этому повышенное внимание. Я их понимаю, я сам с этого начинал, когда моя домашняя техника, будучи школьником, еще играла совсем из рук вон плохо. Так вот о чем я? Сегодня четверг, сегодня пятница. О вот этих двух системах от Edifier. Вы видите, они очень похожи внешне, они очень похожи функционально, хотя мы еще поэтому я пройдусь по техническому описанию этих моделей. Хотя в основном это все было сделано в обзорах этих моделей. Если вы смотрите это видео, вероятно, вы знаете технические свойства, параметры и возможности этих систем. Но тем не менее, надо же как-то сравнить, зачем-то их выпустили обе. Если бы одна была лучше другой, резонно предположить, что вторую бы выпускать они не стали, потому что дурных нынче нема. Они зарабатывают на этом деньги, они захватывают рынок, они в жестокой конкурентной борьбе находятся, это правда. У меня просто нет других моделей от конкурентов, чтобы с ними сравнить, но я думаю, что технический прогресс коснулся всех серьезных компаний, производителей аудио, и они все примерно плюс-минус выпускают похожий ассортимент по общей паршивости, как бы. Но, тем не менее, это очень современные штуки, не имеют даже Wi-Fi. Возможность подключения, они все управляются каким-то внешним приложением, вот, в частности от Edifier, вот это KonX, или какой-то там Home Application у Edifier есть. То есть это на порядок краше, чем было в мои времена, когда радиоприемник солидных размеров, с деревянным корпусом, был закрывал вот эту нишу, вот этого компактного аудио. Потому что мы к этому радиоприемнику, например, VEF, подключали, я сам лично паял это для того, чтобы подключить, например, плеер Sony, тогда только Walkman появились. Я такой старый, что я застал появление Walkman'ов. Да, для того, чтобы подать туда сигнал не тот, который на средних волнах принимается, а еще какой-то свой. Да, так вот это новое поколение, оно значительно лучше, и, кстати, в деревянных корпусах. Вот мы страдали, VEF имел деревянный частично корпус, хотя передняя и задняя стенка там были дублированы. Пластмассой. А вот эти колонки выполнены конкретно из МДФ. Причем это не паршивая мебельная МДФ, а довольно высокого класса, то есть она обладает повышенными механическими свойствами, влагозащищенностью немножко и так далее. Еще выпускают колонки нынче. В быту это называется из дерева. Конечно, это никакое не дерево, это прессованный мусор, но тем не менее, здесь толщина стенки, насколько я помню, 12 мм, а тут аж 15. То есть, например, для моих колонок вот этих трехполосные стоят, это было бы ничтожно мало, но у них большие стенки, большие плоскости, которые могут излучать паразитные шумы, дребезги, гул и так далее.
Здесь же плоскости маленькие, соответственно, если по ним постучать, звучок будет слабее, чем постучать вот по столу, например, вот около которого я сижу. И требования таким образом значительно проще, но я вам скажу, это такой индустриальный подвиг заложить МДФ в такие маленькие корпуса, я вообще из эбонита бы их делал. Но, возможно, они были бы тяжелее, и пользователи бы морщили носики. Может быть. Обе системы выполнены по любопытной схеме 2.1, то есть один мидвуфер и два твиттера к нему. Эти два твиттера, очевидно, олицетворяют стереорежим, а вуфер воспроизводит, собственно, основное тело звука. Ну и, наверное, до 2 кГц или до 3 даже. Это моносистема получается, а твиттерочки дают некую стереобазу, возможно, расширенную, возможно, нет. Я не проверял, мне не было с чем это сравнить все. Схемы злые дефайеры мне не дали. Вот. В описании тоже ничего такого нет, но так или иначе функционально это довольно звонкая колоночка, и та и другая, и довольно глубоко копающая, потому что у них там 2 или 1 порт, неважно, как там они организовали резонатор, я это все в обзорах рассказывал, можете посмотреть, кому это более интересно, но сейчас мы просто сравним результаты. Нет, давайте сначала техническое описание, сори. Позвольте мне напомнить вам базовые возможности этих моделей. Начнем с модели D32. Вот увидите, как девушка наслаждается ее работой. Другая взяла за шкирку и понесла куда-то. Очень удобно, то есть модель реально компактная, переносимая и легкая в использовании. Не так, что она умеет. А с биампингом получается система 2.1, потому что здесь один вупер и два твиттера, которые образуют стереокартину. Вот такая вот троечка, назовем ее так. Поддержка всяких AirPlay'ов, LDAC'ов и прочего High Resolution Audio и Wireless, и не Wireless, двойной диапазон Wi-Fi на обеих частотах стандартных работает, 4-дюймовый басовый динамик, 1-дюймовая, 2 штуки, напомню, твиттера, ну и полностью цифровой тракт, активный, естественно, кроссовер, версия Bluetooth 5.3, 11 часов работы от батарей. Транспортабельная, USB-C имеется вход и AUX, то есть аналоговый вход, ну и поддержка Edifier ConX. Это из самых главных опций. Остальное я рассказывал в обзоре этой системы, и тут вы можете почитать, кого что интересует. Изложено все довольно подробно и понятно. Это мы уже все с вами проходили в обзоре этой системы. В частности, яблоковладельцы могут здесь прочитать, как им бороться с этой системой в этом приложении. В то же время модель ES300, вы видите ее на экране в 2 цветах, выпускается, вот такая вот она красивая, имеет, угадайте, какие характеристики, тоже 30 плюс 2 по 15 Вт, усилительный тракт, составленный по принципу той самой троечки, назовем это так, поддержка AirPlay и LDAC'ов, High Resolution Wireless и не Wireless, двойной диапазон Wi-Fi, боже, как все похоже. И поддержка разрешения вот этого, которое вы видите. 4-дюймовые басовые динамики, 1,25 дюймов, 2 твиттера, полностью цифровой процессор, процессорная обработка звука и биампинг, соответственно, two-way crossover. Какой-то уникальный бас-рефлекс порт. Bluetooth версии 5.4, USB непонятно какой разъем здесь написан и AUX. Входы все буквально повторяет, ну, за некоторыми исключениями, конкурента. И 12 часов playtime от, видимо, аккумулятора. Ну и Edifier Home Application. Более подробно мы с вами это рассматривали в обзоре этой системы. Тоже не хотел бы обострять внимание на чем-либо конкретном, потому что каждому человеку может оказаться полезным и интересным, актуальным что-то определенное. Ну, тут вы видите ту же самую информацию буквально по этой системе. Что же скажет прослушивание? Ну, то есть понятно, что ничего не понятно. То есть похоже, что одинаковая система. Зачем же эдики выпустили их 2? Могли бы одну выпустить. Это им было бы менее накладно, и пользователи не вводили бы. Хотя, может, они распределили это именно как-то по рынку, то есть одни пользователи скажут, что это одна модель лучше, другие пользователи скажут, что другая модель лучше, и на этом скандале как бы
получится некий хайп, который, да, это очень хороший ход, между прочим. А так-то не похоже, как мы уже обсудили. Ну, давайте послушаем, как они звучат. Барабаны, барабаны, барабаны. Ну, может, включу барабаны, сейчас посмотрю. А потом будет мой старый набор треков, разбитый оригинал сначала, то есть файл, который я буду на них подавать, кусочек, потом кусочек аналогичного, не того же самого фрагмента, а аналогичного, с тем же набором инструментов. На одной колоночке, на второй колоночке, при этом спектрограмма будет вам показывать непрерывный процесс, как бы и того, и другого, и третьего, то есть 3 кривульки там будут. И вы сможете сделать какие-то свои выводы. Конечно, погрешность огромная. Это я писал в одном помещении, вот здесь вот в этой комнате, ну, приняв специальные меры по заглушиванию там порхающего эха, там еще кое-чего. Вот. Но, тем не менее, сможете получить какое-то отдаленное представление живого звучания этих колоночек. За всем пока, auf Wiedersehen, дорогие мои.